Народ, всем привет! И вот уже прошел месяц использования нашей кофемашины, которую мы купили относительно недавно. Это кофемашина DeLonghi Magnifica S. И что могу сказать? Тема очень классная. Но спустя месяц, как вы видите, кофемашина просит помыть ее от накипи. И сегодня я вам расскажу, как же это делается. Как видим, на передней панели кофемашины у нас начал гореть вот такой вот датчик, красная лампочка. Когда она моргает, это говорит о том, что в кофемашине уже скопилась накипь, и она просит себя почистить. А для промывки от накипи нам потребуется вот такое вот средство, тоже DeLonghi. Оно шло в комплекте с кофемашиной, когда мы ее покупали. Внутри этой волшебной коробочки идет вот такая вот пластиковая бутылочка, в которой находится 100 мл промывочной жидкости. Ровно столько на один раз нам и потребуется. Перед тем, как начать процедуру самой промывки, нужно будет обязательно очистить контейнер для кофе, для отходов кофе, потому что в него может попадать жидкость в процессе промывки. И желательно опорожнить и промыть тот же сам поддон, чтобы в нем не было никакой лишней жидкости, потому что сюда нам тоже накапает. Следующим этапом готовим раствор. Нужно взять вот эту вот фирменную жижу DeLonghi, распаковать ее. Сразу про меры предосторожности. Это кислота, поэтому обращаться с ней нужно достаточно аккуратно. Ни в коем случае она не должна попадать ни на глаза, ни на кожу, никуда. Иначе отвалится кожа и выпадут глаза. Здесь 100 мл, как написано на коробочке. И эти 100 мл нам нужно добавить в наш бачок для воды от кофемашины. Конечно же, предварительно опорожнив его пустой. На самом бачке есть две отметки. Они выгравированы. Не знаю, на камеру, наверное, их будет плохо видно. Отметка А и отметка Б. Нужно добавить кислоты до отметки А. После этого добавить воды до отметки Б. И вставить наш контейнер для воды уже в саму кофемашину. Итак, давайте все это дело туда зальем. Ножничками аккуратно вскрываем данную бутылочку. Так. Заливаем ее в контейнер для воды. Да, и пахнет она яростно, явно кислота. После добавляем воды до отметки B и вставляем все это дело в кофемашину. Так, после того, как мы добавили воды в контейнер до отметки B, вставляем контейнер, видим, что гаснет лампочка, которая говорила о том, что нет нужного нам контейнера. И дальше нам нужно взять какую-нибудь емкость, желательно объемом от 2 литров. И поставить непосредственно сюда. Сделаем подставку из упаковки и поставим сюда вот такую вот большую мисочку. В нее у нас пойдет сама промывка. Сюда будет выливаться и из носика подачи кофе, и из капучинатора, потому что мыться будут и то, и другое. Итак, после всех совершенных операций запускаем программу по удалению накипи. Для этого нам нужно нажать нашу мигающую кнопку и подержать примерно 5 секунд, после которых она перестанет моргать. Вот она перестала моргать, и у нас загорелась клавиша пара. После этого мы поворачиваем наш капучинатор, ручку пара
положение «Включить». И, как мы видим, у нас пошел наш кислотный раствор из капучинатора и из носика. Сам процесс будет продолжаться примерно минут 20-25, пока он полностью не опорожнит этот бачок. А после этого приступим к промывке. Итак, ждем. Итак, прошло примерно 20 минут. Наша кофемашина вылила абсолютно всю промывочную кислоту в эту тарелку. Причем, как я заметил, из этого носика она полила, по-моему, только 2 раза, а подавляющее большинство случаев лила именно из капучинатора. И после того, как она закончила данный процесс, вы видите, что моргает индикатор воды и индикатор пара. Нам нужно повернуть ручку включения капучинатора в положение «Выключено», он перестает моргать. После чего нужно слить вот эту жижу, залить в бачок для воды полностью чистую воду, промыть его предварительно, и после этого продолжаем процесс. Итак, мы полностью промыли емкость для воды чистой проточной водой, наливаем воду до отметки макс. Вставляем обратно все это дело в кофемашину уже с чистой водой. И видим, что снова горит кнопка пара. Ставим обратно нашу емкость для сбора воды. И снова поворачиваем ручку пара на положение «Включить». После этого начинается процесс промывки полностью. Сначала здесь, потом здесь. Как видим, вода начинает мыть нашу кофемашину от кислоты. Ждем дальше. Итак, прошло примерно еще 7 минут. Кофемашина опустошила весь бачок через 2 наших основных сопла в наш импровизированный тазик. Снова загорелось отсутствие воды и значок подачи пара. Ставим включатель подачи пара в 0, после чего доливаем воду в бачок до максимума, тарелку сливаем, ставим на место и снова включаем пар, включаем ручку подачи пара. После этого начнется 3-я промывка, но вода уже пойдет в основном через капучинатор. Итак, заново ставим полный бачок воды до отметки макс. Возвращаем на место нашу тарелочку. Видим, что индикатор воды пропал, но снова моргает индикатор пара. Поэтому 3-й раз включаем ручку индикатора пара и продолжается промывка. В этот раз в основном подача воды будет из капучинатора. Ждем. Как видим, после того, как у нас прошла 2-я промывка, здесь уже индикатор воды не горит, а моргает только индикатор пара. По завершению сливаем воду из нашей тарелочки и переводим индикатор пара в положение «Выключить». И все. Как видим, красная лампочка погасла, кофемашина готовится к работе. В нее останется долить воды, после чего все будет работать. Доливаем воду, ставим бачок на место, и, как видим, наша кофемашина готова к дальнейшему использованию. Больше никаких красных лампочек вот здесь у нас и на приборной панели не моргает. Вот такие пироги, дорогие друзья.
Как видите, ничего сверхсложного в этом нет. Не забывайте читать инструкцию, в ней все подробно расписано. Покупайте только фирменные средства для своей кофемашины. Если у вас DeLonghi, как у меня, то берите DeLonghi. Если нашли денег на кофемашину, найдите пару монет на фирменные средства, а то можете и машинку перекончить. Ну, а кому понравилось и было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!